свое время очень много обсуждалось резиденции Путина. Все заметили, что президент России имеет огромное количество разных резиденций в разных точках России. Огромном количестве. Он даже не бывает в резиденциях, но они есть. Путин здесь не первый такой руководитель России, у которого вот такая вот есть мания строительства самых разных резиденций. На самом деле, таким же вот манией было захвачено ум Иосифа Сталина. Но многие верят, что скромный человек, который там в скромной даче где-то под Москвой жил, они вообще не представляют жизнь Сталина. Конечно, у него было огромное количество самых разных резиденций. В 1951 году он жил в Грузии в своих резиденциях. Там тоже огромные были резиденции. Вот он жил в них там многие месяцы и не был даже в Москве это время. Кроме того, конечно, жизнь его была экстравагантна. Только если бы видели бы все-таки меню завтраков, обедов и так далее, вы, конечно, видели бы скромной как бы сталинской России. Там диктатор ел. Но он кушал хорошо, конечно, и любил, конечно, чтобы было по-царски. Дело в том, что когда Иосиф Виссарионович жил еще в царское время, он вот любил ходить в дорогие рестораны. Даже когда он уже был членом Петросовета, он ходил по дорогим ресторанам Питера и понимал, в общем-то, не только как грузин хорошую кухню, но еще как выглядит царская как бы такая кухня. И он и требовал, что у него была такая. Так что жил он как бы вот хорошо, и жил он в громадном количестве резиденций. Вот Путин все это повторяет. У него какое-то громадное количество резиденций, а еще есть повар Пригожин, который должен там ему что-то там деликатесы готовит, конечно. У Путина мания, что касается резиденции. Что он хочет, чтобы у него было какие-то домики по России как бы и побольше. Ничего нового здесь нету, потому что если вы слышали, скажем, что говорил Борис Березовский о Путине, то вы слышали, что Березовский говорит, что это какой-то жадный человек, еще что-то хочет и хочет и хочет. Вот хочет побольше всяких там яхт. Давайте ему яхт, что, дескать, одна яхта. А потом он говорит другому олигарху, что еще строить там какая-то новую яхту и так далее. А просто целая флотилия яхт. Что касается, конечно, жизни, но вы же помните, что в Геленджике даже дворец строили для него, но неудачно. Плесень был там такое место, что внизу вода, там начали как бы плесень расти там в этом дворце Геленджика, и Путин эту дорогущую многомиллиардную стройку как бы оставил. Как бы. Это говорит все-таки о многом. Домики, дворцы, яхты как бы, и все он это как бы собирает. Но, конечно же, если у него такой характер, понятно, что все, что касается его безопасности, это также выглядит. Бесконечное количество бункеров, какие-то там хитрые поезда, которые едут, как бы, чтобы никто не знал, где он в данный момент находится. Еще там что-то такое. Все время что-то придумывают. Не говорят нам какое количестве, конечно же, и самое экстравагантное. Да, последние новости о том, что то Путин отметил свой Новый год в бункере ядерном где-то там в Урале, или там новость о том, что Путин едет по России в бронированном поезде хитром таком, чтобы враг там не знал, где он точно находится. Да, эти новости вот есть ныне. Это как бы вкладывается вот то, что как бы мы ранее знали о Путине, что все новые и новые фантазии, которые реализуются, конечно. Почему мы так говорим? Потому что никто ныне России не грозит. Но не грозит России никакая ядерная война сейчас. Или не грозит какое-то там нападение какого-то иностранного государства на Россию. Ну, конечно, Россия ведет войну против Украины, поэтому Украина там где-то там на границе что-то делает, конечно, но это и все. Но зачем тогда эти ядерные бункера или поезд какой-то, который едет? Но это именно характерная черта личности Путина, громадная жадность такая невероятная.
и, кроме того, там собирательство самых различных вещей, которые на самом деле и не нужны. Все это можно еще говорить, что это паранойя Путина, что у него паранойя, и поэтому он это делает. Но, конечно, это тоже есть. Это такая вот, что ты боишься все время за жизнь, это тоже говорит не о очень здоровом человеке. Я могу вам назвать, что все строилось в последнее время. Полностью перестроили резиденцию Новоогарёва. Как вы знаете, он жил в Новоогарёве, старая усадьба великого князя Сергея Александровича, московского губернатора. Горбачев это, помните, использовал какую-то такую партийную дачу там на встречи всякие. Он там вел переговоры и совещания по поводу союзного договора, как помните, Новоогарёвский процесс. Но вот Путин делал эту усадьбу своей резиденцией. Это уникальное, конечно, место, хорошее место, конечно. В этом плане это все нормально. Но вот ныне вы слышите, что туда строится просто громадный комплекс. Я не знаю, они уже закончили это строительство комплекса, но это такая невероятно президентский комплекс, и все абсолютно есть. Огромные здания. Вы можете в российских газетах эту информацию найти. И вы слышали, что в Ленинградской области Путин хотел строить огромный онкологический центр, конечно, для себя. Он раковый больной, и хотел, чтобы там строили ему этот центр, чтобы, может быть, он там то ли лечился, то ли там и остался лечиться в этом центре. Это два только таких больших проекта, которые вот было в газетах, вы могли читать там и так далее. Ничего не изменилось в этом плане. Просто новые идеи появились, куда тратить деньги налогоплательщиков российского народа. Хитрые там бронепоезды, огромные ядерные бункера где-то там, целые города в Урале, и так далее и тому подобное. Ничего нету такого сверхъестественного, сказочного. А это и есть Путин. Вот туда он тратит деньги. Не для людей, а вот для прихоти вот такого образа. Еще раз говорю, что никакой ядерной войны России не грозит, пока ни одна страна даже не напала там на Россию, какие-то приграничные действия Украины не в счет. А деньги тратятся именно таким образом, как будто бы конец мира уже поступил. Но нету такой ситуации. А есть безумный лидер, который тратит огромные средства впустую. Вред своему государству, вред своему народу. Вот в чем дело.